Нам надо что-то делать. Я что, эксперт по всяким червям? Осторожно, Валентайн, она прыгает на 2 метра. Спасибо, Эл. Привет, друзья! Меня зовут Олег, и вы на канале Киногост. «Дрожь земли» 1989 года «Треморс» – знаменитый комедийный фильм ужасов американского режиссера Рона Андервуда, повествующий историю о подземных монстрах-червях с Кевином Бейконом, Фредом Уордом и Финн Картер в главных ролях. Когда «Дрожь земли» вышла в прокат, то едва смогла отбить производственные затраты. Зато на видеоносителях фильм стал настоящим хитом и принес киностудии неплохие дивиденды. Было снято 5 прямых продолжений и 1 приквел, ставших частью франшизы «Дрожь земли». В 1991 году фильм «Дрожь земли» получил 4 номинации на премию «Сатурн» за лучший научно-фантастический фильм, лучшую актрису второго плана Финн Картер и Риба Макентайр, лучшие спецэффекты. Беги, дурень! Да! Летать умеешь, тварь? Меня вдруг осенило. Это как коррида. Фильм «Дрожь земли», актеры и роли: Кевин Бейкон, Валентин Макки, разнорабочий; Фред Уорд, Эрл Бассет, разнорабочий; Финн Картер, Ронда Лебек, студентка-сейсмолог; Майкл Гросс, Берт Гаммер, охотник; Риба Макентайр, Хизер Гаммер, жена Берта; Виктор Вонг, Уолтер Чанг, владелец магазина; Роберт Джейн, Мелвин Плак, молодой парень; Ричард Маркус, Нестор; Шарлотт Стюарт, Нэнси Стернгуд, фермерша; Ариана Ричардс, Минди Стернгуд, дочь Нэнси; Тони Дженарос, Мигель. Сейчас мы увидим длинные темные волосы, большие зеленые глаза, высокую грудь, крепкую попку. Основные съемки фильма «Дрожь земли» проходили в Лон-Пайн, штат Калифорния. Виднеющиеся в некоторых кадрах в отдалении горы – это горная система Сьерра-Невада. По окончании съемок съемочную площадку полностью разобрали. Низкобюджетный ужастик «Дрожь земли» перезагрузил затухавшую карьеру актера Кевина Бейкона. Винтовку для охоты на слонов из коллекции Берта производство французской компании Дарне одолжили у коллекционера оружия. Стреляла она специально созданными для этой цели холостыми патронами. По словам сценариста «Дрожи земли» Сиси Уилсона, он набросал идею фильма в 1975 году, когда работал редактором в пустыне Мохаве. Однажды выходной сидел на валуне и думал, как спасался бы от гигантских червей бегством, если бы безопасными оставались только камни. Ну что, не в тот дом вломился, гад ползучий? Мы убили ее! Слышите, мы убили эту тварь! Прием! Сцену с увешанной оружием стеной Берта Гаммера снимали в разных местах, так что саму стену каждый раз приходилось создавать заново. До того, как авторы решили назвать фильм «Дрожью земли», рабочим названием были следующие варианты: «Под перфекшеном», «Мертвое молчание» и «Земные акулы». Под съемки сцены, где монстр утаскивает под землю автомобиль, специально вырыли яму, которая смогла бы вместить в себя всю машину, установив в ней лифтовый механизм. Но при погружении автомобиль вдруг застрял, и большую часть этого фееричного эпизода просто оставили за кадром. Мы берем такие заказы, потому что ты тормоз. То есть ты публично заявляешь, что мы до сих пор в перфекшене по моей вине? Ты знаешь, что я готов уехать хоть сейчас. Ты готов? Ай, еще! Для привлечения внимания зрителей в «Дрожь земли» позвали кантри-певицу Рибу Макентайр на роль жены охотника Берта Гаммера. Ей устроили своеобразный тест, дав в руки винтовку и посмотрев, как она обращается с оружием, что она с успехом и выполнила. Актриса Финн Картер в «Дрожи земли» отказалась репетировать сцену, где ее героиня Ронда запуталась в колючей проволоке, и ей пришлось избавиться от штанов, чтобы выжить. Финн Картер настояла на том, чтобы все выглядело натурально, и ее испуг, и судорожное желание спастись, и царапины. В итоге сцену сняли с первого дубля. На съемке кульминационной сцены фильма «Дрожь земли», когда последний гробоид разбивается в пропасти, потратили целый день и 9 дублей. Внутри полноразмерного полиуретанового макета монстра закрепляли изделие номер 2 с оранжевой краской и опускали тушу червя вниз. Изделие оптом закупили местные аптеки, чем вызвали немалое удивление и уважение фармацевтов. Еда на 5 лет. 1000 галлонов горючего, водяные и воздушные фильтры, счетчик Гейгера, бомбоубежище. Проклятие.
Эти червяки — монстры. Фильм «Дрожь земли». Сюжет. Вэл Макки, Кевин Бейкон и Эрл Бассет, Фред Уорд живут в крохотном американском поселке Перфекшн, общее количество жителей которого составляет всего 14 человек. Вэл и Эр трудятся разнорабочими, но поскольку работы в городке нет, собираются уехать в соседний город Биксби. Дорога на Биксби идет по пустыне Невада. В пути они находят 2 трупа и возвращаются, чтобы предупредить местных жителей о том, что происходит что-то странное. В то же время происходит ряд несчастных случаев. Дорога в город завалена, машина местного доктора и его жены оказывается закопана в землю. Проходящая в поселке практику студентка-сейсмолог Ронда, Финн Картер, вместе с молодыми людьми выясняет, что в пустыне проснулись кровожадные мутанты-монстры, которые выглядят как огромные змеи или червяки, способные улавливать колебания Земли. Вместе с оставшимися в живых жителями городка Вэл, Эрл и Ронда вступают в решительную схватку с монстрами. Спасите! Она не отпускает! Черт, Мелвин! Он пошутил. Еще секунда, и я бы выстрелил. Не шути так. В фильм «Дрожь земли» поначалу никто не верил, а киностудия выделила весьма скромный бюджет. Однако фильм быстро стал культовым, получил массу продолжений разной степени успешности, хотя ни один из сиквелов так и не смог сравниться по популярностью с первой частью. Фильм «Дрожь земли» прекрасен, оригинален и красив своей бескрайней фантастической природой. Мотивы в стиле кантри, парни в ковбойских шляпах и много шикарного юмора. Все это рождает неповторимую атмосферу, благодаря сочетанию ужасов, черного юмора, комедии и даже где-то вестерна. Фильм «Дрожь земли» легкий, но смотрится на одном дыхании благодаря великолепному сценарию и естественной игре актеров, просто живущих в кадре. «Дрожь земли» 1989 года в некотором роде уникальный фильм, не похожий ни на что, ведь даже почти все его действие происходит в дневное время. Это абсолютно оригинальная история, которая придется по вкусу даже тем, кто прохладно относится к ужастикам. Герои в нем не играют роли, не отыгрывают сценки, они просто живут, ощущая под ногами дрожь земли. То я делаю. Точнее, что ей делать с таким, как я? Она же будет писать диссертацию. Ронда. Да. Просто хотел